Вчера стало известно, кто будет представлять нашу страну на международном песенном конкурсе Евровидения, которое запланировано на 18 мая в Нидерландах. За Беларусь поет провластная группа из Барановичей «Голосы. 3 места». Ансамбль известен своими язвительными песнями в адрес сторонников перемен, но, вероятнее всего, песня про «Я научу тебя плясать под дудочку и ходить по струночке» все же не прозвучит на большой сцене Евровидения. Европейский вещательный союз заявил, что текст данной песни будет тщательно проверен на соответствие правилам конкурса. Организаторы напомнили, что Евровидение должно быть вне политики, поэтому там намерены решительно противостоять всем попыткам использовать это культурное событие в политических целях. Стоит отметить, что песня не зашла и белорусам. Меньше чем за сутки ролик набрал огромное количество дизлайков. В интернете появилась масса шуток на этот счет, а в Инстаграме несколько тысяч человек попросили организаторов отстранить нашу страну от участия в конкурсе. Позитивной новостью для большинства стало еще и то, что Швеция отстранила жюри из Беларуси от участия в отборочном туре Евровидения. Такое решение продюсер конкурса прокомментировал отсутствием в нашей стране свободы СМИ. В сеть попал проект нового закона об адвокатской деятельности, согласно которому адвокатам-индивидуалам хотят запретить вести административные и уголовные дела. Ключевым изменениям подверглась статья 33, а это значит, что теперь частные адвокаты смогут оказывать лишь юридические консультации. Специалисты эти изменения назвали дискриминацией. Судя по всему, таким образом нелегитимная власть решила избавиться от защитников людей, которых преследуют по политическим мотивам. По информации экспертов, размещенный в интернете законопроект является лишь промежуточным. Окончательный вариант может коснуться не только частной практики, но и бюро. Отметим, что в настоящее время треть белорусских адвокатов работают в бюро или индивидуально. Не пользоваться электрочайниками и обогревателями, самим платить за ремонт оргтехники, а всю важную корреспонденцию отправлять через Viber. С такими мерами жесточайшей экономии столкнулась не какое-нибудь загибающееся НИИ, а сотрудники белорусских органов принудительного исполнения. Первыми о ситуации узнали телеграм-каналы, в распоряжении которых попал официальный документ из Министерства юстиции, сообщающий о бедственном положении судебных приставов в Брестской области. Высшее начальство потребовало оперативно ввести режим экономии из-за банального отсутствия денег в кубышке структуры. Причем их нехватка оказалась настолько катастрофической, что ряд территориальных органов исполнения вынуждают либо договариваться с департаментом охраны об очень хороших скидках на услуги ведомства, либо вовсе отказываться от них. Как говорится, судебный пристав защити себя сам. Отдельно начальство подчеркнуло, что местные структуры обязаны отказаться от отправки заказной корреспонденции. Дескать, зачем вообще платить за письма счастья для должников, когда их можно отправлять бесплатно по Вайберу. Судя по всему, скоро дойдет до того, что людей, на которых вешают незаконные штрафы, и вовсе обяжут за их несвоевременную оплату самим приносить голодающим приставам свои микроволновки и чайники. Вслед за повышением цен на лекарства и некоторые медицинские услуги власти придумали еще один способ навариться за счет белорусов. На одном из телеграм-каналов была опубликована информация о том, что в 24-й поликлинике Минска появились расценки за обязательный медосмотр для работников учреждений образования. Теперь оплата за данную услугу будет происходить не как раньше за счет районного отдела образования, а за счет самого работника. Сумма осмотра составляет почти 50 рублей. При этом в провластных СМИ о данном новшестве ничего не сказано. Работникам обещают, что, возможно, профсоюз позже вернет потраченную сумму. Однако некоторые из них в это не верят и сомневаются, стоит ли вообще проходить медосмотр или настало время уволиться в знак протеста. Один из самых известных резидентов парка высоких технологий, компания PandaDoc, привлекшая в страну миллионы долларов инвестиций, объявила о своей ликвидации. В офис компании больше не может продолжать работу на родине из-за непрекращающихся репрессий, накрывших айтишников после начала августовских протестов. Под удар попали оба основателя PandaDoc, Микита Микадо и Сергей Борисюк. Ранее они объявили о своей работе над проектом помощи силовикам, которые переходят на сторону народа. Данный проект получил более 5000 заявок, но такая активность привлекла особое внимание незаконной власти. В итоге офис был вынужден спешно уезжать из страны. Кроме того, против 4 сотрудников компании было возбуждено уголовное дело за якобы хищение государственных средств. Напомним, что компания специализируется на выпуске программного обеспечения, которое позволяет автоматизировать документооборот. Разработанный белорусскими айтишниками инструмент стал одним из первых официальных дополнений Google Docs.
Белорусов, которые получили помощь от фонда BuyHelp, вызывают Следственный комитет и Департамент финансовых расследований в качестве свидетелей по уголовному делу. Цель таких допросов – выяснить, откуда и зачем людям поступают денежные средства. Важно отметить, что BuyHelp занимается помощью пострадавшим во время протестов белорусам. Это и оплата лечения, и оплата штрафов, и даже помощь семьям репрессированных. Однако власти считают, что подобные выплаты направлены на поддержание протестов в Беларуси и оказание материальной помощи лицам, которые в них участвуют. В связи с чем в ноябре прошлого года многие получатели помощи увидели минус на своих счетах, так как на деньги был наложен арест. Что ж, видимо, нелегитимная власть до сих пор не может поверить в то, что белорусы выходят против оружия и дубинок совершенно бескорыстно. И это все на сегодня. Не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии под этим видео. Берегите себя и живи Беларусь!